компании, это коллектив, коллаборация фрилансеров, Team Lance, дизайн-студия Rubinium. Пишу я эту запись, чтобы рассказать вам о великолепном нашем пребывании и съезде на острове Ко Чанг. Просто рай для эффективной работы. Первым делом, чтобы задействовать наши ресурсы, получить карьерный буст в продаже наших услуг, мы уделили большое внимание практикам личной эффективности. Работа, так скажем, с ростом энергии, тонуса и энтузиазма. Вот именно с 6 до 7 утра это какая-то магия этого времени. Это время смогу сделать все свои цели на день, на неделю и вообще в целом самореализоваться в жизни. Раунд номер 1. Вдыхайте, выдыхайте. Вдыхайте, выдыхайте. Просто плывите по течению вашего дыхания. В 2016 году был достаточно жесткий период. После запуска маркетингового дизайн-агентства дошли до такого состояния финансового положения, сама непосредственно компания погрузилась в жесткие долги. Да? На тот момент мы еще не нашли свое место на рынке. Из последних показателей, февраль-март, было поступлений буквально там 30 копеек, и пришлось полностью распустить команду. Сейчас главный офис Rubinium находится в солнечном Таиланде. С самого начала менеджерам, чтобы проникнуться и напитаться этим контентом, изучить Behance, изучить видосы, посмотреть шоу-рилы, посмотреть еще серию видосов о продукте. И просто обрести это понимание о том, что было озвучено, да, и держать это в уме на долгую перспективу, это будет очень полезно. Мы даже хотели, уже велись переговоры о том, чтобы формализовать эту дизайн-систему, выпустить ее, сделать фронт-энд, сверстать, продавать по подписке и запатентировать, сделать патент, то есть сделать продукт. И это огромный плюс с точки зрения маркетинга, с точки зрения капитализации компании в разрезе 5-10 лет. Компания с собственным запатентированным продуктом даст возможность партнерам скинуть свою долю, уже за принципиально другие деньги. Вот, поэтому нужно стараться сохранить философию нашего бренда. Основной способ на данный момент у нас донесения информации — это визуальный. То есть мы визуалы. То есть это трансформацию нашего продукта можно проследить, изучая наше портфолио. Можно его показать, и клиент купит, и будет лоялен, будет оплачивать, 30 спринтов. Он будет клиент на всю жизнь, если мы вызовем доверие, показав ему аналогичную, великолепную, проделанную работу в аналогичном сегменте. Нужно брать ответственность на себя каждому менеджеру, кто хочет зарабатывать бабки. Идти, разбирать портфолио, задавать вопросы в произвольной форме, да. Товарищу боту, там, условно говоря, в Telegram можете писать Вино Коста любые вопросы, или товарищу Злобину. Вот, по дизайну. Хорошо, сейчас скину талмуд статей про дизайн. Никто это не будет учить. Смотрите сами, самообучайтесь, гуглите, смотрите видосы на ютубе, изучайте наше портфолио, кейсы, учитесь от опытных наставников, учитесь на практических низкобюджетных проектах. Обретайте опыт, понимание, представление, чтобы наращивать свою выручку, прибыль, свою личную прибыль организации. Все, в принципе, я свой питч закончил. И на тот момент я не справился, но, слава богу, я опустил руки, но опустил я руки на клавиатуру и начал искать новые решения. Финансовой мотивации было предостаточно. В первую очередь я решил, разумеется, масштабироваться на международный рынок. И из Италии заказы у меня уже были потихонечку, там, il signore vi posso fare un sito. Una mille euro. Я взял интересный испанский проект по рекомендациям. Фактически дал мне возможность
перезапустить команду, студию, но уже в новом виде. Вот вся эта бюрократия и вот эти все правила, сводки бизнеса, весь этот классический рынок, то есть Рубиниум был протест. Я ушел в новый рынок, в альтернативную экономику. Я шел туда, где есть спрос. Для личной мотивации, чтобы не опустить руки, начал, мягко говоря, так скажем, депрессовать. И чтобы вытащить себя из этого, я сделал себе татуировку. Татуировка послужила для меня символом нового начала, то есть мотивацией. И в итоге, в общем комплексе, вся эта вереница событий родила компанию Рубиниум. Компания Rubinium занимается проектами из технологического сектора. Мы работаем непосредственно под моим кураторством Art Direction с проектами из сегмента криптовалют, из сегмента непосредственно NFT, Game. И, в принципе, на всем этом пересечении фактически в данный момент, в этом году, у нас агентство Web 3.0. Наше агентство Web 3 фактически зародилось, когда был произведен визуальный ребрендинг. Визуальный ребрендинг позволил нам выделить уникальный технологический стиль, перевести его на визуальный язык при помощи комплексного ресерча. Я просмотрел непосредственно более сотни фильмов в стиле киберпанк. Мы изучали при реализации дизайна неоновые технологии, неоновое освещение, сделали супер топовый креативный продакшн для 2018 года, референсом для которого послужил фильм Blade Runner 2049, визуал которого до сих пор является ориентиром для многих дизайнеров. Да? В итоге весь этот набор проблем родил уникальную, самодостаточную, сильную команду Rubinium, которая работает, одна из первых в качестве студии с проектами из сегмента криптовалют. Сейчас это NFT, Play to Earn, Web 3, все это вместе. Мы были готовы к росту рынка, мы были готовы с точки зрения команды, подхода, знаний, базы. Сейчас в нашем составе очень сильная команда 3D-специалистов. Есть одна компания номер один в мире по 3D, и наш состав команды оттуда. Наши ребята мелькают в титрах, ведущих мировых сериалах, которые вы сейчас смотрите каждый день. Это мы. И мы делаем NFT-персонажей, 3D, 2D, упаковываем все это в лендинги, интерфейсы, и это все позволяет. И данная работа, да, весь этот комплекс дизайн, брендинговых непосредственно услуг позволяет нашим клиентам делать, так скажем, и решать свои бизнес-задачи. Относительно бега, помимо удовольствия с утра, он приносит мне еще и деньги. Учитывая, что у нас Web 3.0 команда, да, то есть мы на острие современных технологий, я активный участник NFT рынка и участник проекта, где бегают и получают деньги. Это NFT, так скажем, приложение. Классная тема, советую. Раунд номер 2. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Даниил с нами около года. Даниил, я хотел бы уточнить у тебя, как тебе работать с дизайн-студией, командой Rubinium, да? Каких результатов ты добился
И, ну и в целом, как по ощущениям, комфортно ли тебе? И какие у тебя там финансовые результаты? Ну, начнем с того, что пришел в команду Rubinium, я вообще совершенно не знал о том, что такое веб-дизайн. Я вообще был полностью зеленый в этой сфере. Изначально я, конечно, думал, что да, это легко, это все просто. Первый месяц было погружение в работу, обучение. И благодаря нашей команде мы очень быстро освоился. И уже спустя, наверное, первый месяц мы взяли крупный проект в работу. Это были спринты, дизайн-спринты на 2 или 3 месяца. Даня, расскажи вообще свою историю, как ты попал в диджитал. Все началось с того, что я работал учителем английского в Таиланде и случайно наткнулся на приложение Константина в Телеграме, что требуется sales, accounting менеджер без опыта, со знанием английского. Я подумал, очень все заманчиво, надо попробовать. Я списался. Я думал, что это какой-то скам. Я серьезно думал, что мне там уже будет за что-то платить, потом меня кинут. Но этого совершенно не произошло. Все, что было, я приехал на СМИ, пообщался с Константином буквально 2-3 месяца, и мы начали сотрудничество. В целом, какие ты преследуешь непосредственно цели, да, в своей карьере? Как тебе работается, насколько комфортно в коллективе, насколько цели компании соответствуют твоим личным целям, и видишь ли ты перспективы роста для себя? В плане денег я ставил себе цель зарабатывать здесь, $2000 в месяц. Спустя, наверное, 3-4 месяца я понял, что здесь можно эту сумму зарабатывать в неделю. То есть здесь совершенно нету никаких рамок в плане дохода. Я очень вдохновился этому, и, соответственно, это самый главный стимул до сих пор. Здесь совершенно нет никаких планок, насколько продашь, настолько и заработаешь. И это самый главный плюс здесь вообще в этой сфере. Плюс вообще в нашей команде то, что мы живем все в Таиланде в основном, и у нас есть возможность каждые полгода, может даже чаще собираться на таких местах, как Качанг, Чангмай, Коа Самуи. И я не думаю, что у других агентств вообще есть такая возможность. Но вернемся к 2018 году. Когда была переупаковка, когда был перезапуск, я понял для себя, что в том числе очень сильное влияние оказывает личная эффективность, осознанность. Именно в тот момент я выбрал для себя отказ от вредных привычек. Мне требовались жесткие меры, чтобы вывести компанию на новый уровень. Я фактически был в аренде у своей компании, я был ее заложником, я толкал ее вперед, я принял эту позицию, чтобы достичь своих личных целей в качестве финансового благополучия, гражданской независимости, да, то, к чему я стремлюсь до сих пор и делаю успешные шаги, так скажем, на этом поприще. Программа – это норвежского бизнес-тренера Эрик Бертранд Ларсон «Hell Week». Это программа, которая позволяет осознанно проживать неделю с фокусом на приоритеты, цели, личную эффективность, отказ от вредных привычек, физические нагрузки и раскрытие вообще в целом таких, условно говоря, у человека сверхвозможностей. Да? Я фанат биохакинга и люблю ставить на себе подобного рода эксперименты. При помощи этой программы, следуя ей, я начал закаляться в ледяных купелях, купаться зимой, в холод, в минус. И мой организм начал очень хорошо реагировать. Прошли там болезни, ряд проблем со здоровьем, улучшился иммунитет, выросла эффективность. Я просто выкатывал лучшие результаты на своем рабочем месте. Дождь в глазах, песок В зубах. в зубах. И Костя спереди такой берет газу, дает, и все это вот так на нас. Мы такие, Release. So far away, I flow from myself if I let it. I've taken it all and I forget it. Боже, это было потрясающе. Мы с Даней просто на паничке ехали, конечно. You let me free yesterday. I feel like a newborn baby now.
И постепенно, год за годом, живя в таком жестком рабочем темпе, я оглянулся назад, и наша команда Rubinium, да, Web 3.0 агентство, является фактически лидером в своей области в сегменте дизайн-услуг на этом поприще, потому что не так просто занять это место, мы фактически сформировали его сами. Наша уникальная визуальная идентификация, наша подача, многие пытались повторить, но она неповторима. Мы провели анализ влияния неона на психологию человека, на восприятие. Я прочитал десятки книг по нейромаркетингу, протестировал проект, экспериментировал на своих проектах и на проектах клиентских массу решений, которые были внедрены у нас. Конкурент видит лишь обложку, но он не видит фундамент всего айсберга, который стоит, и всей инфраструктуры, которая построена за нашим брендом, за качеством этого дизайна. Они не видят личный вклад, личную эффективность, экспертность, энтузиазм. Все то, что делает нас фактически лучшими. Does he know all the places you can go on this island that I know? All the Сейчас у нас далеко идущие планы. Мы хотим окучивать направление разработки, мы хотим выкатывать фулл-стэк решения, мы стремимся к лидерству в своем сегменте, мы хотим получить минимум 30% из топ-100 CoinMarketCap клиентов к себе на обслуживание, на наш уникальный продукт, который выпускается и реализовывается под моим авторским надзором. Это дизайн-поддержка, где я лично со своей командой работаю недельными отрезками, недельными спринтами, доставляя нашему клиенту дизайн наивысшего качества, который непосредственно неочевидным образом влияет на успех его стартапа в сфере технологий. Он позволяет клиенту не только увеличить показатели и привлечь внимание к своему бренду, но еще и удержать своих текущих клиентов за счет удобного интерфейса, за счет логики, эмоций. Фактически мы умеем делать то, не умеет делать практически никто в этом сегменте. В основе нашей философии, в целом философии и визуального языка, стоит дизайн-система в стиле киберпанк. Вообще киберпанк для нас это то, что позволило непосредственно оценить ситуацию в современном обществе и визуально, наглядно продемонстрировать правду фактически и показать то, что происходит. А период пандемии явился доказательством фактически и подтверждением наших теорий в дизайне. В стиле киберпанк. Hear what I say. We are the business today. Fuck shit is finished today. RT&J, we the new PB&J. We dropped the classic today. We did a tablet of acid today. Lit joints with the matches and ashes away. We dash away. Donna and Dixon, the pistol is blasting away. Doctors of death, killing our patients of breath. We are the pain you can trust. Fucking it work. Hooking up curses and slurs. Smoking my brain in a mush. I became famous for blaming you fucks. Naming my way through the brush. There was no training or taming of me and my bra. Live like a man, but I'm animal raw. We are the murderers pair. That with the jail and we murdered the murderers there. Then with the hell and discovered the devil delivered some hurt and despair. Used to have powder to push. Now I smoke pounds of the kush. Holy
Нам нужно быть более убедительными, да? Нам нужно понять, как бы опять-таки мы возвращаемся к той формуле, о которой мы вели речь, да? Нам нужно быть более убедительными, нам нужно создать интересное предложение, да? Нам нужно понять, в чем являются их нужды, да? В чем они нуждаются. Окей, ребят, вот очень простая формула для убедительности. Я сейчас ее скину в чат. Формула заключается в 4 типах людей, которые потенциально находятся в вашей аудитории. Может быть, вы сможете в этой формуле найти себя. Я бы сказал, что эта формула на самом деле очень... Не, ну тут, конечно, вообще на выбор массовое оружие. Сюда у нас компетишн у всех, и типа мы выбиваем на результат. Итак, сегодня у нас четверг, предпоследний день сбора команды Rubinium, корпоративного сбора, да, цель которого это непосредственно рост продаж, интеграция новых ребят. Все уже изрядно устали, вот, при этом в любом случае мы, так скажем, дожимаем уже эту великолепную неделю до конца. У всех приподнятое настроение, несмотря на усталость, и все довольно-таки воодушевлены всем тем набором событий, который произошел, и теми перспективами, которые открыты. Вот, поэтому великолепная неделя. По поводу команды. Коллектив — это моя семья, мои родные люди. Ребята, на удивление, обладают неимоверным эмоциональным интеллектом. С первой встречи приняли меня просто как своего. До того, как со всеми вживую увиделась, познакомилась, я знала, что вот это мое, это мои люди. Один из моментов, который очень показательный был для меня самого же, потому что я себя в первую очередь анализирую здесь, это то, что я стоял как-то вечером на пляже, смотрел на море, думал о том, как удивительно, но вот то, о чем я мечтал, когда в целом искал команду, искал людей, с которыми можно сотрудничать. И это было такое счастье от матча. Все идет прям вот как надо, все идет по плану. Здесь все открыты и друг друга ценят, поддерживают, и заинтересованы в росте и развитии личных качеств. Ты работаешь из дома 2 года, а потом у тебя команда, и они все вместе. Ты такая: вау, круто. На 3-й день ты такая: как же это сложно быть в команде уже. Активности, которые у нас сейчас проходят, они мне крайне помогают. Дало просто невероятный какой-то вот всплеск эмоциональный. Я не знаю как, но спасибо Вселенной, что я оказалась здесь, потому что это такая череда событий, случайных, не случайных, не знаю. И вот она привела меня сюда, и это очень круто. Не просто вот что-то продать, там, купи, а речь о том, что посмотри, какой у нас классный продукт, как мы вообще тащим, какие мы крутые, и просто хочется этим делиться с остальным миром, чтобы вот человек получил тот дизайн, от которого кайфанет, чтобы он обратился к людям и получил полный спектр эмоций и полностью вот все свои запросы. Класс. Ну, корт прикольно выглядит. Ну да. Down on the beach. Sports. 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 Volleyball. Naked girls, naked boys do the dance down on the beach. Smoking dope, shorts, cigarette. Я думаю, что ключевая идея
которая заложена в философии нашего бренда, это делиться и окружать себя действительно красивыми, эстетичными продуктами. То есть в нашем случае мы специализируемся на интерфейсах. Делать красивые вещи, пусть даже в цифровом виде, которые имеют ценность как минимум за свою красоту. Также для нас очень важно ни в коем случае не нанести вред окружающей среде. То есть мы очень зеленая компания, мы ни в коем случае не принимаем никакие стороны и взгляды. Мы полностью несем исключительно пользу и стараемся быть очень-очень осторожными с природой. То есть я сам вегетарианец, я ни в коем случае не разделяю все те страдания, которые переживают животные, прежде чем их подают к нам на стол. Я именно, так скажем, против этого и всячески продвигаю эту идеологию, да, соблюдения баланса в мире. Я бы не сказал, что мы в первую очередь гонимся за деньгами. В первую очередь мы преследуем цели благополучия, счастья, гармонии и баланса, как личного, внутреннего, так и внешнего. То есть красота внутри, соответственно, красота снаружи. Я думаю, в этом и заключается основная идея нашего продукта, нашей компании. И именно вокруг этого vision, вокруг этих взглядов выстраивается наша команда.